Всех приветствую сегодня на своем канале. Сегодня на тесте у нас R3. Наша задача в этом тесте проверить связь над городом, над мегаполисом, можно сказать, там, где очень большие помехи. И мы хотим проверить R3, полетев на минимальной высоте от точки дом на максимальное расстояние. И проверить, как будет картинка на пульте, как видеолинк будет передаваться. Итак, набрали мы от точки взлета 24 метра. Проверяем батарейку, первый цикл, напряжение по баночкам. Обязательно проверяйте при дальних полетах, чтобы батарейка была в норме. Потому что рисковать, что дрон не перелетит, это очень опасно. Так, смотрим, частота у нас автоматом выбрала 5,8. Продолжаем полет. Ставим крестик, чтобы определить направление. Лететь будем между этими двумя зданиями, как обычно. Это самый оптимальный маршрут, где не нужно набирать высоту, потому что если взять левее, нужно будет подниматься вверх, а это нежелательно. В общем, в эту часть города у нас идет равнина с небольшим спуском. Поэтому оптимальный маршрут для проверки связи. Ну, как обычно, мы на всех дронах и проверяли по этому маршруту связь. Итак, улетели мы на 4300. Пролетаем над двумя зданиями. Видим, что дрон идет на небольшой высоте от зданий. И продолжаем полет. Частота у нас, естественно, двойная. Частота 2,4 над городом, просто летать нереально, он далеко не улетит. Картинка сразу начинает лагать. А здесь мы видим, что машинки едут плавненько. Ну, пока мы улетели недалеко, но тем не менее, связь видим, 4 палочки у нас стабильно идет. Вообще, конечно, планировали развернуться в 65%, но там по обстоятельствам. Вообще, если на дальние полеты, друзья, летаете, старайтесь разворачиваться в 65%, потому что обратно может быть встречный ветер, и вы можете не долететь. Над городом такие тесты проводить очень опасно, потому что если дрон не долетит и где-то сядет, то вы реально потеряете его. Поэтому всегда должен быть запас. Но мы, конечно, полетим дальше, нам нужно проверить связь. И будем ориентироваться по обстоятельствам. Так, 65 рубеж прошли, зелененькая лампочка горит. Но смотрите, если вы летите по ветру, это вас может ввести в заблуждение, и вы все равно можете не вернуться. Поэтому старайтесь 65% разворачиваться. Отменили возврат домой, летим дальше. Нам нужно улететь хотя бы на 11 километров, проверить связь. Видим, машинки едут плавно, без рывков. Это говорит о том, что связь отличная. Высота над местом взлета всего 24 метра. То есть угол между дроном и пультом отсутствует. Разворачиваемся, друзья. Мы улетели на 11 километров 279 метров от точки дом. Разворот мы сделали в 55%. Надеюсь, нам хватит заряда, чтобы вернуться. Мы видим, что дрон даже после разворота летит плавно. Картиночка не лагает. Но здесь я с уверенностью могу сказать, что R3 на голову выше по связи, чем Mavic 3. Здесь даже спора нет. У меня в Mavic 3 я летал на это расстояние, но я поднимался как минимум на 40 метров. Здесь мы видим, что 24 метра. Если бы сейчас мы поднялись на те же 40, у нас сразу бы антенна была полная. Именно вот этот угол, он очень оказывает на связь большое воздействие. Чем выше дрон от точки дом, угол между пультом и дроном больше, тем связь будет лучше. Но мы не ищем легких путей. Нам именно хочется проверить именно связь без максимального, без поднятия на высоту практически. Проверяем батарейку. В принципе, запаса по батарейке нам еще должно хватить. 6 километров. Программа показывает, что еще 15 минут дрон может лететь. Думаю, нам заряда хватит. Вовремя мы развернулись. Рисковать, конечно, можно было и до 12 улететь, но не хочется потерять дрон в городе. Потому что если сядет он кому-то
частный дом или каком-то здании или учреждении, ну нереально его будет взять. Просто ему сделают ноги или просто не отдадут. Поэтому все тесты надо проводить, конечно, с запасом по батарее, заряда батареи, чтобы не рисковать. Итак, батарейка у нас 3,44 на минимальной баночке. На улице прохладно, минусовая температура, конечно. Поэтому в минусовую температуру заряд уходит быстрее на дроне, имейте это в виду. Оптимальная температура для полетов от плюс 10 до плюс 20 градусов. В этой температурном режиме дрон может отлететь максимальное время полета и расстояние. Итак, включили возврат домой, вот так вот дрон возвращается. Интересно довольно. И сейчас мы проверим, точно ли он определил точку дом, точно ли он запомнил ее, где мы взлетали. Да, видим, что дрон разворачивается, и именно с этого места дрон и взлетал. Он взлетал у нас не с земли, естественно, с рук. Но мы видим, что дрон по координатам всю точку дом записал точно. Вот так вот проекция показывает, где он сядет. Но мы, естественно, будем его садить не в снег, только в руки. Старайтесь садить дрон всегда в руки. Ну что, друзья, отличный дрон. Я очень-очень им доволен. С этой локации мы летаем постоянно, причем тестируем тест на связь. Город очень зашумлен. Но в конце ролика я вам покажу, как снимает ER3 с трехкратной камеры 3X. Вот такие кадры получаются. Ну, естественно, я не стал в 4К вам ставить, потому что, ну, сами понимаете, на смартфонах вы все равно не будете смотреть качество. Вот. Ну, в общем, очень шикарно снимает камера. Здесь я даже могу сказать, что ER3 превосходит в некоторых режимах даже по камере Mavic 3. Здесь уже спора нет, вы сами все видите. Допустим, Mavic 3, он не может автоматические режимы делать на 7-кратной камере. Это, конечно, не очень хорошо. Да, Mavic 3 Pro на 3-кратной камере тоже может это делать. Но летные характеристики, друзья, на Mavic 3 Pro очень так себе. Здесь я с уверенностью могу сказать, что ER3 меня очень порадовал. Это на сегодня, считаю, самый лучший оптимальный дрон. И если выбираем мы между Mini 4 и ER3, только ER3 немножко добавить и будете летать в кайф. На этом у меня все, друзья, на сегодня. Со всеми прощаюсь. Всем пока.